Всем привет! Вы на канале «Существует способ», и мы отправились в новую для нас страну – в Пакистан. В прошлой серии мы посетили индийско-пакистанскую границу, увидели мистические суфийские танцы, окунулись в уличный колорит города Лахора и еще многое другое. Обязательно смотрите первую серию, сверху на нее будет закреплена ссылка. А в этой серии мы отправляемся по другим городам Пакистана. Посетим столицу, город Исламабад, приграничный к Афганистану город Пешавар. Посмотрим, чем занимается местное население. Побываем на месторождении гималайской соли, а также попытаемся проехать в деревню, где уже много лет местное население занимается производством нелегального оружия. Что из этого всего вышло, уже через несколько минут. Поехали! И мы продолжаем наше путешествие по Пакистану. И сейчас мы находимся в городе Шейхупура, который находится в 30 километрах от города Лахор, в котором мы несколько дней провели. Собственно, наше первое место, куда мы отправились в городе Шейхупура, это порт. Какая история у города, как он вообще возник? Собственно, город возник благодаря могольскому императору Джахангиру. У Джахангира получилось так, что от первой его жены двое сыновей умерли. Император не отчаялся и нашел себе новую жену, женился на индийской принцессе. И, естественно, императору нужен наследник на престол. И тогда император обратился к известному суфийскому шейху. Тот ему предсказал, что у него вскоре родится сын. И так и случилось. И, собственно, в честь этого шейха суфийского и был назван город. Что хочется сказать про этот форт? Судя по всему, внутри сейчас там особо смотреть нечего, потому что долгое время он был в полном запущении, и вот только сейчас начинают вестись какие-то работы по реконструкции и восстановлению. Кирпичи перекладывают, но так сами видите, что стены все облезшие, кирпичи повыпадали многие. Форту нужен капитальный ремонт. Городок совсем небольшой, поэтому особо достопримечательностей каких-то здесь и нету. Вот, сейчас мы пройдемся еще по двум интересным локациям и двинем дальше. В общем, этот город у нас такой проходной своего рода. Посреди площади, посреди города здесь находится вот такая вот башня с часами. Кстати, так же, как и в Индии, здесь очень часто встречаются вот такие большие водонапорные башни с такими баками наверху. Пакистан, на самом деле, это многонациональная страна, и очень много здесь религий. Но, естественно, превалирующая религия – это здесь ислам. Повсюду, прогуливаясь по городу, можно видеть много-много мечетей. Причем все они будут выполнены в разных стилях. Суфизм, который здесь исповедуется, вот, кстати, мы на которых танцах были, суфистов, это, можно сказать, тоже одно из ответвлений ислама. В Пакистане самый распространенный вид транспорта, естественно, это мопед. В отличие от Индии, где распространены скутеры и мощные мотоциклы, здесь самый популярный транспорт – это простой мопед. Причем управлять им могут от мала до велика. Также здесь обожают украшать грузовики и трактора. Вы только представьте, что на украшения порой уходит несколько тысяч $. Кстати, мы нашли мастерскую и сняли целый выпуск на эту тему. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Здесь же неподалеку находится Хиран-Минар парк. Вот большое-большое озеро, и посреди него что-то типа форта. И протянут большой-большой мост тоже. А так вообще классная атмосфера, тут довольно-таки тихо, спокойно, и вон, люди на катамаранах даже катаются, на лодочках на каких-то. Кстати, с городом Шейхупура связана очень интересная легенда. Как вы думаете, что общего с Советским Союзом и каким-то пакистанским городом? Да, то, что здесь есть интересная легенда. Легенда о золотой антилопе. Кстати, есть такой советский мультик, и наверняка вы его смотрели. По одному из преданий, вот этот Джахангир, несколько сыновей которого погибли, и потом он женился на индийской принцессе, он, будучи на охоте, заметил самца антилопы. Не стал его убивать, он просто взял его и отловил. Впоследствии эта антилопа жила у него во дворце. Естественно, император может себе позволить купить золотые подковы для своей антилопы. И эти вот подковы как раз-таки периодически терялись по территории дворца. Отсюда и взялась легенда о золотой антилопе. В этом культурно-историческом комплексе Хиран-Минар есть вот такая вот лодочная станция, где
люди могут сесть, покататься на моторках, либо же сесть на велосипед водный и на нем поплавать самостоятельно. Кстати, этот комплекс сейчас имеет статус объекта, который может быть включен в список наследия ЮНЕСКО, потому что является одним из уникальнейших объектов на территории Пакистана по своей архитектуре, и там все это выполнено опять-таки в могольскую эпоху. Архитектура эта вполне себе сохранилась. Еще один объект, который располагается на территории комплекса, это вот такой вот минарет, такая большая башня. Тоже она немножко желает восстановления, потому что совсем она разваливается. Вот, но будем надеяться, что приведут в порядок. Естественно, самое интересное здесь это сам сад, как он выполнен, какие здесь посажены красивые, аккуратные деревья. И важно то, что за ними ухаживают, не перестают ухаживать, даже учитывая то, что саду уже несколько сотен лет. Что касаемо вот этого вот большого пруда, большого водоема, это уникальное сооружение по той причине, что здесь была разработана уникальная система наполнения. Вода со всех вот этих вот возвышенностей вокруг, она постепенно наполняла вот этот резервуар. В общем-то, он является и искусственным, и наполняется за счет таки осадков. Кстати, чтобы вы не подумали, что я голословен в своей истории с золотой антилопой, здесь даже она вот есть вот на выезде из города, куда мы направляемся. То место, которое нас интересует, располагается немного северо-западнее города Лахор. Это у нас город Хевра, небольшой городок. Называется он тем, что здесь добывают в большом количестве соль. Причем не обычную соль, а розовую. Вот эти огромные горы — это все солевые камни. Добывают их не просто из горы, а из шахты, которая идет вглубь горы. И мы сейчас, собственно, сходим туда и посмотрим, как этот процесс происходит и как вообще выглядит сама шахта. Реально, вот посмотрите, насколько интересный цвет у этой соли. Она прям не то что даже розовая, а прям почти что красная. Считается очень полезной солью, даже лучше, чем какая-то наша, каменная, поваренная, йодированная. Ее даже продают на экспорт в разные страны. К наибольшому сожалению, мы не можем вам показать эту пещеру. И по той причине, что мы пока, наверное, не доросли с Леной до того бюджета, что можем покупать входные билеты по $20. В общем, да, здесь, как и во многих странах, как они любят это делать, для местных жителей, для пакистанцев, вход здесь составляет 100 рупий, что меньше $1, а для иностранцев просто за то, чтобы зайти на территорию шахты, вы должны заплатить $40 на двоих. Это очень дорого, учитывая, что мы снимаем жилье по $5 в сутки. Но давайте хотя бы расскажем историю этого места. Не зря же мы все-таки сюда ехали. Так вот встанем на фоне вот этих розовых глыб. Первое упоминание об этой шахте датируется 3-м столетием до нашей эры. Внимание! Александр Македонский, добравшись до сюда со своим войском, да, он, кстати, добрался до Пакистана, и до Африки, и до Европы, в общем, царь всех царей, как его еще называют, встал здесь, вот в этих окрестностях, на стоянку, на ночевку. И обратил внимание, что кони всего войска начали облизывать камни. Как вы знаете, кони, они падки на соль. И, как выяснилось впоследствии, да, это были настоящие солевые такие отложения. И в последующем здесь начали разрабатывать вот это вот месторождение. Выкопали огромную-огромную шахту, в которую как раз-таки мы не смогли попасть. Сегодня месторождение Хевра выпускает порядка 320 тысяч тонн соли в год и является вторым вообще по своему масштабу в мире соляным производством. Кстати, за время всего ее существования насчитывают где-то 220 миллионов тонн соли. И немаловажно отметить то, что официально добыча соли здесь началась только в 1200 году. Сколько было еще добыто со времен Александра Македонского, никто не знает, но предполагается, что очень-очень много. Шахта располагается вот в этой вот горе, вот впереди вот там, и имеет несколько подходов. Вот там вот один тоннель, с той стороны тоже будет тоннель, и несколько тоннелей с обратных сторон. Также прям вглубь идут 11 этажей. Кстати, общая длина тоннелей насчитывает более 40 километров и уходит почти на 700 метров вглубь горы. Место вообще уникальное, и вот мы планировали подготовить классный сюжет, показать его вам, но все упирается в то, что компания, которая здесь вот добывает вот эту соль, она как-то ставит в приоритет то, что будет зарабатывать на туристах, причем на иностранных. Почему не сделать какую-то фиксированную маленькую стоимость
И прикиньте, какой бы фидбэк был, какой бы отклик был. Приезжали бы иностранные туристы, приезжали бы местные туристы, все бы были довольны, рекламировали бы эту самую шахту. Ставить стоимость в $40 за двоих, ну, блин, ребят, это вообще не серьезно. Собственно, пока я вам об этом рассказывал, мы подошли к одному из тоннелей. Кстати, во времена британской колонии эти места прославились своей жестокостью. Сюда сгоняли рабочих со всей Индии и требовали от них выполнять свои квоты. И пока они не выполнят их, они их просто не выпускали. Есть даже много записей, что туда сгоняли женщин, детей. И есть даже факты того, что внутри этих шахт какие-то дети родились и прожили сколько-то времени. В общем, сюжет у нас полноценным не получился, поэтому давайте добавлять, чем можем. Но здесь вот ребята еще торгуют всякими соляными камнями, соляными изделиями и самой солью. Есть белая, есть розовая. Вот здесь ребята продают всякие разные статуэтки, подсвечники, светильники. Чуть пораньше в Лахоре мы рассказывали вам про то, что здесь очень любят украшать грузовики, автобусы, но не показывали, насколько все-таки это масштабно у них выглядит. И вот мы сейчас оказались на небольшой стояночке, где представлено несколько грузовиков. Ну как представлено, они здесь просто стоят, отдыхают. И посмотрите, насколько они узорно разукрашены. В общем, с Леной мы не рекомендуем вам посещать шахты эти солевые. Как мы уже сказали, это очень небюджетно получается. И вот сейчас у нас другая задача — выбраться с этих ебуней. Машины здесь ходят в основном фуры, автобусы забитые, легковушек видно очень мало. Да, а дорога примерно такая же, когда мы ехали по Казахстану. Ну да, дорога вся разбитая, ремонты сплошные. Сейчас 30 километров надо проехать до хайвея, который идет на Исламабад. И вечером планируем оказаться в столице Пакистана. Ну что же, ребята, после неудачного посещения шахт Хевра, соляных, куда мы не попали, мы отправились в Исламабад. Визитной карточкой Исламабада является мечеть Фейсала, которая построена в 1976 году после того, как покойный король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдель вложил в нее $120 миллионов. Архитектурный комплекс занимает колоссальные 5000 квадратных метров территории, и это делает мечеть 4-й по величине в мире. Но что действительно заслуживает внимания, так это дизайн этой мечети, который реально интригует. И сейчас мы его покажем поближе. В основе дизайна мечети лежит палатка бедуинов. То есть архитекторы хотели выстроить ее таким образом, как был построен шатер, в котором перемещались и в котором жили бедуины. Из 4 сторон они окружили ее большими-большими высокими минаретами. Что примечательно, то что территория мечети вместе с самим зданием мечети, они могут вместить сразу более 300 тысяч человек. Современная архитектура, высокоуровневая геометрия и разворот к самому священному месту делает мечеть Фейсала уникальным сооружением. Исполнение мечети в таком дизайне было встречено немножко враждебно со стороны традиционалистов. Они привыкли видеть стандартные формы, стандартные купола, минареты круглой формы. А здесь можно наблюдать, что минареты выполнены вообще в остроугольном типе. Архитекторы и дизайнеры этой постройки отошли от каноничного представления мечети и выполнили ее в совершенно незаурядном стиле. И круто то, что им позволили это сделать, даже учитывая тот факт, что строили ее в прошлом тысячелетии. Впрочем, как и всегда, при посещении мечети нужно разуваться. Первым делом мы сняли обувь, оставили ее в корзиночке, нам дали номерочек, и теперь мы можем пройти уже на территорию самой мечети, на площадь. Здесь, кстати, все тоже ходят без обуви. Мало того, что дизайнеры и архитекторы выполнили мечеть в таком высокоуровневом и современном стиле, так они еще и очень удачно подгадали с местом, где расположили эту мечеть. Относительная столица Исламабада, она находится на севере и располагается в предгорье Гималаев. Даже вплоть до того, что на территории мечети располагается какой-то небольшой ботанический сад с пальмами. Причем высота этих пальм достигает, ну, я думаю, что метров 3-4. Сюда приходят не только, чтобы сделать намаз, помолиться. Люди сюда приходят просто для того, чтобы отдохнуть. Вот здесь вот, например, ребята сидят и просто рисуют с натуры в саму мечеть. Технический рисунок карандашиком. Прям вспоминаю свои студенческие годы, когда учился на архитектурном.
и делал что-то подобное на пленэре. Исламабад имеет очень удачное расположение. Он находится на плато в предгорьях Гималаев. Недалеко от Исламабада сходятся три мощные горные системы – Памир, Каракарум и Гиндукуш. Город окружен подковой гор, которые дают ночную прохладу, и из некоторых текут чистейшие реки. Город не имеет названий улиц, а состоит из секторов, которые пронумерованы. Много одностороннего движения, широкие улицы. Квартал состоит из 4 секторов. В центре каждого квартала есть административные здания, банки, рынки и магазины. По большому счету, Исламабад является новым городом, недавно построенным. И мечеть, которую мы только что с вами посетили, это одно, наверное, из самых ярких таких сооружений, которое обязательно стоит посетить, если вы направились в Пакистан, а в частности в Исламабад. Мы ставим этому месту, ну, явно 5 баллов. 5 из 5. В целом место реально располагает к тому, чтобы сюда приехать после тяжелого рабочего дня или на выходные, просто погулять с семьей, или можно одному даже. Можно даже сходить куда-нибудь в горный поход, потому что горы здесь тоже будут под боком. Продолжая нашу прогулку по столице Пакистана, по Исламабаду, мы оказываемся возле вот такого вот монумента. Пакистанский монумент, национальный мемориал в историческом центре Пакистана Исламабада на площади Шакарпарян. Монумент сооружен в 2007 году по проекту пакистанского архитектора Арифа Масуда. Что же символизирует вот этот монумент? Собственно, вот эти вот 4 больших лепестка – это 4 провинции Пакистана. А вот эти 3 лепестка, которые поменьше, они символизируют 3 территории – Гилгит-Балтистан, Азад-Кашмир и зону племен. На следующий день после посещения Исламабада мы отправились еще один интересный город, древний город Пешавар. И здесь мы хотели посетить форт, который располагается в центре города. Но, как оказалось, это является невозможным, потому что форт работает всего 3 дня в неделю. В пятницу, субботу и воскресенье. Но, кстати, по первому виду, глядя на этот форт, можно сказать, что он реально действующий. Пройти чуть-чуть назад, там будут даже видны артиллерийские орудия, которые стоят прямо на стенах этой крепости, на стенах этого форта. И по периметру он окружен вот такой вот железной изгородью острой. И на всех входах стоят военные грузовики с людьми, с автоматами. А еще здесь вот такие вот миленькие маленькие бусики. Такие вообще, они такие няшные, да? Ну это как, маршрутки у нас, только они гораздо меньше. В Таджикистане такие называются танген. Причем они реально любят здесь заделывать тачки. Причем, посмотрите, какие диски они поставили. Ее спецованные. А также иногда наращивают высоту, чтобы перевозить людей было комфортней. Здесь вот прямо вот сзади в кузовок залезает народ и вот как маршрутка работает, ездит, развозит людей. Самой старейшей и самой крупной мечетью в Пешаваре является мечеть Махаббат-хан. И построена она вообще в 1630-х годах по архитектуре моголов. Как сейчас можно видеть, она находится на реконструкции, причем эта реконструкция продолжается уже около 7 лет, и все никак ее не могут закончить. Но попасть сюда все-таки вовнутрь можно и наблюдать вот эту вот красоту, как она выполнена. Вот сейчас поднялись немножко повыше на какую-то вот постройку, и отсюда можно наблюдать как раз таки вот эти вот 3 таких как дыни, можно сказать, купола больших. В целом в Пешаваре все довольно обыденно и не особо отличается от Лахора, от того, что происходит в Лахоре. Также идем просто по бесконечным рынкам. Много рикш, много суеты. Рыбу продают. Тут дядьки просто сидят, отдыхают. Окраина Пешавара постоянно застраивается. Много строек, каких-то строительных площадок. Что касается центра, то центр
Он, в принципе, такой же, как и в Лахоре. Исторический центр является сохраненным и имеет аналогичную с Лахором архитектуру. Что касаемо людей, в частности в Пешаваре и в целом в Пакистане, то они очень открыты, приветливы и даже просят их пофотографировать. То есть даже не обязательно самому их упрашивать, они просто могут вот открыто взять и попросить сфотографировать. А теперь немного о религии и культуре в Пешаваре. Здесь, конечно, превалирует больше число мусульман, нежели суфистов или индуистов. Поэтому, прогуливаясь по городу, часто можно видеть женщин, вот как за моей спиной, полностью замотанных в хиджаб. Также наверняка это связано с тем, что Пешавар находится в непосредственной близости с Афганистаном. Тут до Афганистана порядка 40 или 50 километров до границы. Поэтому, я думаю, какое-то влияние все-таки вот этой центральной части Азии, оно здесь превалирует именно в мусульманской вере. Во время прогулки по Пешавару удивляет и факт наличия деревянного зодчества. Смотрите, целые балконы выполнены чисто из дерева с резными какими-то колоннами, узорными ставнями. Прогуливаясь по старому городу, встретился нам парень, который показал какое-то очень древнее поместье, которое здесь построено было еще в 16 веке. Сейчас вот прикрепим пару кадров, покажем вообще, как там обстановка внутри. Ну, реально чувствуется, что здание очень старое, такое немножечко потрепанное временем. Вот там очень красивые мозаики в зале были на потолке. Тоже они уже начинают выцветать, где-то что-то отваливается. Ну и в целом строение дома очень необычного типа. Да, прям смотрите, вообще дома древние-древние. В этот двор как будто бы уже не заходили так лет, наверное, 20. Такой совсем заброшенный выглядит. Вот этот тоже дом уже совсем перекосился. Уже даже вот видно, что крыша во многих местах провалилась. Здесь наверняка тоже какие-то раньше перила были. Все они уже отвалились. Сейчас зашли в довольно-таки тихий дворик. Очень спокойный. Чтобы тоже показать вам вот эту вот архитектуру старого города. Мы сейчас поднимались вот на эту вот башню. Оттуда смотрели на старую застройку. А вот как это выглядит все снизу. Вот такие вот узенькие улочки. Причем, да, реально тихие. Это не специфично Пакистану. И то, как наполненное вот этим декором, какими украшениями и как построены эти здания, это все-таки поражает. Вот смотрите, там окошки шестиконечной формы шестиконечной звезды, причем из кирпичей. Также следом идет деревянная обвязка, тоже в форме звезды. И следом уже сама рама, в которую вставлены стеклышки, вырезанные тоже под форму звезды. То есть это прям целый труд сделать каждую из этих ставен, каждое окно. Какие интересные волнообразные арки у окон. Пакистанцы весьма находчивы. Они даже своих животных на зимний период одевают вот в такие вот интересные кофты. Вот такие вот наряды. Не знаю, что это. Но это похоже на какой-то свитер старенький. Ну, чтобы курточке было не холодно. И вот приодели маленечко. Вот на этой территории раньше располагалось древнее поселение. Первое поселение Пешавара. И все старые города, городища, они были ограждены вот такими большими стенами по периметру с воротами деревянными. Лена, пойдем покажем. Громадные ворота и каково было тому, кто открывал эти ворота. То есть вот эту вот штуку, чтобы сдвинуть, вот эту воротину. Ну, я сейчас вот попробую чуть-чуть. Ну, она вообще почти не сдвигается с места. Хотя я прикладываю усилия. Ваше предположение в комментариях, сколько может весить такая дверь. Не получается? Да, то есть это прям... Надо быть каким-то тяжелоатлетом, чтобы открывать эти ворота.
Еще одна небольшая улочка, которую хотелось бы показать. Вот здесь вот располагается мечеть у нас небольшая, вход в мечеть. И здесь, по всей видимости, торгуют дровишками для того, чтобы людям что-то готовить на мангале. Кто там какой-то барбекю жарит, кто какие-то овощи готовит, кукурузу, может быть. Они вот покупают вот в таких лавках уже заготовленные дрова. Причем взвешивают эти дрова вот на таких вот причудливых весах. Причем, смотрите, взяли какой-то диск автомобильный, наварили трубу к нему. И здесь вот сделали противовес. Там несколько гирь лежат. И здесь сама платформа, на которой кладут дрова, взвешивают и продают. Обувной мастер пакистанский. Смотрите, как ловко парень умеет нарезать мясо за счет своей третьей конечности. Вот в ноге зажимает прям нож и руками уже нарезает мяско. Обалдеть. Он чистит мясо, да, чистит так. Лени тут фотосессию устраивает. Ой, простите, тут проехать не даю. В Пешаваре довольно увлекательно ходить по местным улочкам по старому городу и всматриваться в интересные орнаменты на фасадах зданий, окон и дверей. Но, к сожалению, он не находится под должным наблюдением Министерства культуры, и все находится уже в полуразрушенном состоянии. Что касается отношения пакистанцев к туристам, то местные очень радушно встречают иностранцев. Торговцы часто предлагают угостить чаем, в некоторых кафе нам даже не позволяли оплатить счета, ссылаясь на то, что мы их гости. К камере относятся также спокойно, а иногда и сами просят сфотографировать. Пешавар хоть и является, по версии правительства, не совсем благоприятным районом для посещения туристами в связи с близостью Афганистана и террористов оттуда, прогулки по старому городу однозначно нам понравились как своим колоритом, так и людьми. Почти во всем читается близость города к Афганистану. Здесь мы встретили много беженцев из этой страны, а наш хост, у которого мы останавливались, рассказывал, как свободно ездил на охоту и к друзьям пару лет назад, что, к сожалению, с приходом Талибана сделалось практически невозможно из-за непризнания Пакистаном нынешнего правительства Афганистана. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что из нашего сегодняшнего ролика вам запомнилось больше всего. Ставьте лайк и по возможности отправьте ролик друзьям. Так вы нам очень поможете, и ролики будут еще интереснее. Сейчас пытаемся выбраться из города Пешавар. Добрались до нужного нам съезда и двигаем в сторону еще одного интересного места под названием Дар Адам Хель. Нас тут пытаются посадить на такси до автовокзала. Вообще заполнено, конечно. Это похлеще, чем в наших маршрутках. Итак, дорогие друзья, мы прибыли на место, которое обязательно хотели посетить в Пакистане. Место называется Дера Адам Хель. Чем же славно это место? Да тем, что в 18 веке, середина 18 века, здесь местное население, по крайней мере большая его часть, около 70%, занимается тем, что изготавливает нелегальное оружие. Попробуем пройтись по центру города. И, как утверждают источники из интернета, здесь можно прямо на улицах найти лавки, в которых народ сидит и собирает какие-то автоматы, пистолеты и прочее оружие. В общем, не дают нам самостоятельно посетить Дер Адам Хель. Полицейские сейчас остановили и говорят, типа, нет, туда нельзя, типа там терроризм, там все дела. Что, поездка с военными? В кузове несколько солдат с оружием.
и какой-то сопровождающий. В общем, все серьезно. Дарадамхель славится, если можно так сказать, изготовлением оружия прямо на улицах небольшого городка. Делают оружие из того, что придется. Переделывают нерабочие модели, изготавливают какие-то части из простого металла путем переплавления. Поэтому оружие здесь низкого качества, а следовательно недорогое. Отсюда оно распространяется на территории Пакистана и соседнего Афганистана. Часто покупается незаконно и никак не регламентируется. В Дарадамхель нас не пустили, к сожалению. По пути мы встретили полицейских, которые отвезли нас в участок, и на все попытки пройти в город, хотя бы под присмотром, отговаривались и просили подождать. Спустя время приехали военные, которые начали объяснять, что здесь небезопасно, террористы и прочее. По итогу мы проехались в машине полной военных, нас отвезли несколько раз в полицейские участки, а после благополучно доставили до автобусной станции. Но, как мы позже выяснили, проехать туристы все же туда могут, только нужно найти гида из Пешавара, у которого есть договоренность с полицией. Что, Леночка, как под конвоем? Нормально? Нормально все, просто. Ну, короче, да, как бы ничего серьезного. Вроде бы даже здесь ничего не происходит такого криминального. Но правительство считает, что небезопасно здесь, и все. Ты более осведомлена в том, что сейчас будет происходить? Скорее всего, нас привезли на автобусную станцию, типа люксового автобуса. Там с охраной, все делами. Естественно, цена этого автобуса выше, чем обычного автобуса, но выбора у нас нет. Нас привезли. Нас просто, да, привезли и говорят, вы поедете на этом автобусе. Мы такие, ага, понятно. В общем, тот автобус, где мы были в начале, лакшери, нам сказали, что он не идет туда, куда нам нужно. Говорят, ну, типа, оставайтесь здесь, там небезопасно, ночная дорога это опасно. И только после того, как мы начали скандалить с ними, они такие, ну ладно, типа, отправим вас на обычном автобусе, и привезли нас на автовокзал. Your country? How are you? Russia. Russia. Russian? Yes. Oh, okay, okay. Your name? What? Your name? Michael. Michael. Or what? Thailand. Thailand? Oh. Your taxi? Taxi? Разный? Thank you. Thank you. Гостеприимные, доброжелательные. One picture, come here. No problem. Окей. Правда просят сфотографироваться. Да. Шествуя уже 2 недели по Пакистану, как бы мы вообще никакой агрессии в свою сторону даже ни слухом, ни духом. На этом ролик подходит к концу. Благодарим вас за просмотр и будем рады обратной связи. Лайк, подписка приветствуются. А следующая серия будет об уличной еде Пакистана. Она здесь разнообразная и совсем недорогая. Небольшой спойлер, нам было очень вкусно. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить. И до скорого!